Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим классное пространство Senatorium Passages, которое открыл датчанин, переехавший в Литву несколько лет назад. И с помощью этого пространства он максимально постарался передать свои ценности: экологичное фермерство, натуральное производство продуктов и, конечно, сохранение культурного наследия. И, на мой взгляд, это получилось потрясающе, потому что место очень атмосферное, очень пропитано скандинавским стилем. А пока что подписывайтесь на канал, пока мы не начали, ставьте колокольчик, лайки и пойдемте смотреть. Senatorium Passages — это ресторанный проект датчанина Нильса. Он переехал в Литву около 10 лет назад и основал здесь чуть ли не целое эко-движение. На месте этого ресторанного пространства раньше был совсем убитый, почти заброшенный двор с разрушающимися зданиями. Я видела фотографию, как это выглядело много лет назад, но сейчас почему-то упорно не могу ее найти, чтобы вам показать. Но я вам скажу, что я бы в такой двор даже побоялась зайти, настолько здесь было все плохо. И вы только посмотрите, в какое шикарное, стильное пространство превратил такой двор Нильс и его команда. Здесь есть пару очень хороших и довольно дорогих ресторанов, несколько лавок, магазины, и все это в скандинавском стиле и обязательно с упором на эко. Философия пространства – это продукты с фермы прямо на стол. Кстати, о ферме. Нильс также открыл свою ферму на месте бывшей конюшни, где они не только выращивают продукты, которые потом используют в приготовлении блюд, но и принимают гостей. Я пообщалась с Нильсом, это был долгий разговор, наверное, больше часа, потому что он очень увлечен своим делом и с удовольствием о нем рассказывает. Я записала это в формате интервью, и если вам интересно послушать, пишите в комментариях, и я сделаю отдельный ролик. Нильс рассказал о том, насколько важно создавать не только натуральные продукты, но и при этом использовать именно экологичный подход, потому что, грубо говоря, почва все помнит, и потом все это возвращается в продуктах. То есть, чтобы овощи, фрукты, мясо были сочными, вкусными и настоящими, очень важно ухаживать за почвой, за землей и так далее. Рассказал о своей мечте вернуть людям натуральные вкусные продукты и ввести их в привычный рацион обычных людей. Это его цель, скажем так. The Moroccan one is also, but it's more on intense side, like it's more flavor here. What else? Well, apple one is more for cooking. You know what? You should try lavender. How about that? Get the leaf right now. Like, yeah, it's all ecological. We don't spray anything on them, you know. So. Yeah. What do you like? Yeah. Yeah. It's like it's really. How it's like it's. It's something. minty, but it's more like. It is. It's pretty balanced, you know. Yeah. Чувствуешь запахи? Да. Проверка. Да. Прием. Боже, такая атмосфера вот этого фермерства, я не знаю, простите, конечно, мой скудный словарный запас, но правда очень здорово. Вот одно наслаждение просто ходить и рассматривать все это, просто походить, побывать здесь, погулять, не знаю, правда, очень здорово. Настолько все до мелочей продумано. Дизайн вообще, интерьер, расположение продуктов. Все вот именно в мелочах, мне кажется, таких заключается, и в этом вот и есть самый смак, скажем так. Смотрите, как здорово, как это все натурально и экологично выглядит, да, как будто бы прямо здесь и растет, прямо здесь и сейчас. И пахнет, кстати, соответствующе. Так забавно, что в таком, ну, как бы, скажем, слегка пафосном месте, ну, в общем, в таком классном пространстве можно так легко попробовать всю зелень, просто пошел, пощипал, как на обычном рынке. Ну и, в принципе, забавно, это как это, знаешь, это как на рынке, типа, в детстве, когда, да я сама такое ношу, знаешь, да я сам это попробовал, да, значит, можно брать, все нормально.
И я, как всегда, предлагаю вам обратить внимание на детали того, как обустроено это место, насколько много здесь зелени, насколько много разнообразных текстур, материалов, цветов, насколько все в принципе разнообразно сделано. Очень продуманная концепция пространства, правда. Но, конечно же, по словам Нильса, сделать такой проект было очень непросто. В него было вложено просто колоссальное количество денег и сил. И это очень и очень дорогой проект. Но я вам скажу, это и не удивительно. Если вы обратите внимание, какие качественные материалы тут используются в отделке, какое оборудование и насколько детально и хорошо проведена реставрация зданий, то все становится на свои места. Но, в принципе, что касается концепции такого оживления дворов, конечно же, не обязательно делать настолько масштабный проект, настолько дорогостоящий, потому что, это правда огромные вложения. В принципе, зачастую бывает достаточно, как показывает опыт многих европейских городов, достаточно просто сделать какое-то минимальное озеленение, да, поставить красивые вазоны, пару деревьев, поставить какие-то небольшие малые архитектурные формы, какие-то арт-объекты, что-то минимально как-то благоустроить, скажем, и это станет очень классным местом притяжения, это поможет оживить, может быть, целый микрорайон, потому что туда будут приходить люди, это будет такое место встречи, скажем, и это очень классная концепция, которую нужно развивать в наших городах, в России, в Санкт-Петербурге особенно. Друзья, вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, покупаете ли вы экопродукты, считаете ли вы обоснованной их цену, потому что, по правде говоря, они обычно дороже раза в 1,5-2, или считаете, что все это ерунда и развод, и не покупаете? Как вы вообще к этому относитесь? В общем, в любом случае, да или нет, интересно узнать почему и ваше мнение на этот счет, так что делитесь, будем обсуждать. Друзья, у нас с вами плавная тема ушла от обсуждения классного пространства, его обзора в сторону обсуждения экологии, продуктов, полезного выращивания и так далее. Но, в принципе, здесь эти темы очень переплетены, поэтому все нормально, так и должно быть. Обещаю выпускать больше интересных роликов, чаще появляться здесь, а вы, в свою очередь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся!